Готовлю на праздничный стол печёночные рулеты с двумя разными начинками. Печёночные блинчики не выпекаю, а коржи готовлю в духовке. Получаются очень нежные. Все делается очень быстро и просто. Сырую, очищенную от сосудиков и пленочек печень отправляю в измельчитель. Также можно воспользоваться и погружным блендером, а можно перекрутить через мясорубку. Полученную однородную массу отправляю в миску для смешивания. Но сначала печень нужно освободить от сосудиков и пленочек. Я это делаю ножом на разделочной доске. Как бы соскребаю печень с сосудов. Этот шаг необходим, потому что сосудики могут не перемолоться и могут неприятно попадаться в готовом блюде и портить все впечатление. До чистки у меня было 500 грамм куриной печени. К уже измельченной печени добавляю полную 1 чайную ложку соли, пол чайной ложки черного молотого перца и натираю 2-3 зубочка чеснока. А у меня один, но очень крупный. Взбиваю 3 крупных куриных яйца и также добавляю к печени. А еще 80 грамм сливочного масла комнатной температуры. А я взяла из холодильника и разогрела в микроволновке 11 секунд. Еще добавляю 30-40 мл молока, 3 полные столовые ложки муки и все хорошенько перемешиваю, чтобы не было комочков. Вот такая жидковатая масса получается. Противень застилаю пергаментной бумагой, у меня силиконизированная. Меня она ни разу не подвела. И половину теста выливаю на противень и разравниваю ровным слоем, придаю прямоугольную форму. Размер противня у меня 28 на 30. Отправляю в духовку при 180 градусах минут на 12-13, не больше. Очень важно не передержать. И когда готовый корж почти остыл, переворачиваю его на другой пергамент, нижней стороной кверху. С силиконизированным пергаментом это очень просто. А теперь готовлю начинку. Пару средних луковиц нарезаю небольшим кубиком и отправляю на сковородку жариться на растительном масле. А совсем не маленькую морковь натираю на крупной терке. А вы на канале готовим с вами вместе. Не забываю помешивать репчатый лук. Когда слегка обжарился, добавляю кусочек сливочного масла, грамм 30-40. Масло растаяло и добавляю натертую морковь. Перемешиваю с луком. И пусть жарятся вместе. Еще понадобится 2-3 зубчика чеснока, а у меня опять один, очень крупный, натираю на терке и добавляю в сковороду к готовым луку и моркови. Перемешиваю, даю вместе немного обжариться и убираю со сковороды, чтобы быстрее остыло. Теперь солю и перчу. И еще добавляю плавленый сырок. Его тоже натираю на терке. И добавляю 1 большую столовую ложку майонеза, у меня домашний. И всю начинку хорошо перемешиваю. Здесь надо обязательно попробовать на вкус начинку и добавить то, чего не хватает, соли или перца. Беру ложку или 1,5 майонеза и смазываю поверхность коржа для сочности. Распределяю тонким ровным слоем и выкладываю на него готовую начинку. Также распределяю ровным слоем. Толщиной где-то 3-4 мм. Удобно разравнивать вилкой. А теперь аккуратно, не спеша, сворачиваю корж в рулет и заворачиваю его в этот же пергамент. Укладываю в кулечек и отправляю в холодильник на охлаждение и стабилизацию. Лучше на ночь. А сейчас буду готовить второй рулет. На противень выкладываю тот пергамент, который уже использовала. Он в нормальном состоянии. А вторую часть теста я убирала в контейнер, в холодильник
и там оно находилось сутки. Так что тесто можно готовить заранее. Опять выкладываю на пергамент, разравниваю и отправляю в духовку на те же 12-13 минут, не больше, при 180 градусах. А пока корж остывает, готовлю начинку. У меня 200 грамм сыра фета. Белок от одного яйца натираю на терке, добавляю к фете. А вы на канале готовим с вами вместе. Еще 1 полную столовую ложку сметаны и такую же полную столовую ложку майонеза. У меня домашний. И все хорошенько перемешиваю до однородного состояния. Обязательно пробую на вкус. Начинка получается сливочная и очень нежная. Корж почти остыл, переворачиваю его руками на обратную сторону. Просто она более ровная, и начинка в разрезе будет красивее смотреться. Раскладываю и разравниваю начинку толщиной от 3 до 5 мм. Аккуратно заворачиваю рулет, а рулет заворачиваю в пергамент. Достаю из холодильника первый рулет и к нему добавляю еще свежий рулет. Рулет очень нежный, поэтому делаю это 2 руками, чтобы он не сломался. И отправляю еще в холодильник на несколько часов. После охлаждения можно заняться украшением. Рулеты очень хорошо держат форму. Шов у второго рулета оказался сверху. Это можно задекорировать. Покрываю рулеты майонезом лопаткой, а на втором рулете шов шпаклюю майонезом. Выравниваю. Благодаря майонезу любой декор будет держаться и не будет падать. Натираю на мелкой терке отдельно белки и желтки от 2 вареных яиц. Для украшения желтками использую силиконовую лопатку. Еще можно использовать листья петрушки. Они отлично держатся на майонезе. А белки удобно раскладывать по рулетам рукой. Если листик петрушки смазать майонезом с изнанки, то он будет держаться на рулете на любой поверхности, даже на желтках. Вот так у меня получилось украсить. Использовала только желтки, белки, майонез и листья петрушки. Рулеты получаются очень вкусные, нежные и сытные. Хорошо нарезаются с обеими начинками. Как любые другие рулеты, идеально нарезаются, пока они холодные. Лучше охладить, нарезать, а подавать прямо из холодильника. Рулеты всегда эффектно смотрятся на праздничном столе. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Спасибо за лайки, комментарии и подписки. Приятного аппетита! И готовьте с удовольствием!